Участок тайги затаил дыхание. Ночь была темной и влажной, кусты шуршали, а вдалеке стылые каменные стены речной долины отражали холодный лунный свет. В этом мире, где каждый шорох может оказаться последним, одинокий медвежонок оказался в центре самого напряженного столкновения между выживанием и судьбой. Однажды утром стая волков окружила маленького медвежонка. Он еще не привык к густоте природы, к холодной воде и голодным ночам. Он учился дышать в такт с ветром, но не умел терпеть страх, который катится по спине, как ледяной волнистый вал. Медвежонок, которого звали Попоседа, так его назвали исследователи за непоседливость и любопытство, пытался издать рев, и в его груди дрожали ноты тревоги, смешанные с искрой гнева. Однако громкого рыка не получалось, звучал только жалкий писк, едва продавленный ветвями рюкзак его дыхания. Стадо волков двигалось плавно, как единое сердце лесной ночи. Их кольцо медленно сжималось, и молодой зверек чувствовал, как окружение становится непроходимой стеной. В этот момент его тело стало компактным мишени, а мысли – скорпулёнами. Он пытался найти щель, пролезть между лапами судьбы, но вокруг не было ни щели, ни пространства для маневра. Рык за рыком, шаг за шагом волки приближались к последнему рубежу, месту, где бы медвежонок мог упасть духом и сдаться. Это был не просто инцидент в лесной жизни, это история о том, как риск превращается в выбор, как выбор в цепь событий, и как цепь могла изменить судьбы целых существ, если за ней стоит не только неприязнь природы, но и любопытство и ответственность людей, наблюдающих за ее ходом. В тот вечер на краю лесной чащи находились двое ученых, Алена и Виктор. Их работа заключалась не в том, чтобы вмешиваться в природную динамику ради того, чтобы выиграть, а в том, чтобы понять, как реальность устроена, какие принципы лежат в основе поведения зверей и почему в трудные времена существа выбирают порой головокружительный путь к выживанию. Научная станция в этом месте не лаборатория, а мост между человеком и дикой природой. Здесь каждый движок, от GPS-ошейников до тепловизоров и дронов, создает полотно для анализа, в котором человек не просто наблюдатель, а участник диалога. Алена была страстной исследовательницей. Ей важно было не только собрать данные, но и понять, как эти данные можно применить на практике, чтобы снизить страдания животных и одновременно снизить риск для людей и их хозяйств. Виктор, напротив, держал дистанцию. Он смотрел на шахматную доску природы и думал не о жалости к существам, а о вероятностях. Какие ходы приведут к наилучшему балансу между сохранением экосистем и безопасностью людей? Их методика – не поймать и принудить, а понять и предвидеть. Поиски, пропитанные холодом и ожиданием, начались задолго до того, как медвежонок попал в кольцо. Аппаратное обеспечение, GPS-ошейники на волках, записывало маршрут, скорость и частые возвращения к источникам пищи. Визуальные каналы, тепловизор и камеры давали картину того, как стая движется, когда снег уже укрыл землю, как пахнет вода на ветру и как звезды отражаются в челюстях реки. Утром, когда первые лучи скользнули по воде, медведица, мать медвежат Непоседа и Кроха, вышла из разоренной берлоги. Ей нужно было найти пищу для 3 голодных существ – для сына, дочери и для самой себя. Холод держал землю, и каждый шаг по снегу звучал как предупреждение. Здесь живет не только силу, но и риск. Медведица повела детенышей к берегу реки. Там, в холодной воде, рыба оставляла слабый след тепла,
и ей нужно было добыть пищу, чтобы снова закормить огневку во рту своих детей. Она держалась крепко за свое материнское право, выживание и забота. Алена и Виктор следили за происходящим не издалека. Их приборы показывали, что волчья стая держит кольцо вокруг медвежонка, а мать пытается найти баланс между защитой и необходимостью добыть пропитание. Виктор говорил, что это естественная часть природного уравнения. Любое вмешательство может повлечь непредсказуемые последствия. Алена же волновалась за оленей, которых могло коснуться изменение биозона. Ее взгляд заполнялся мыслями о том, как вмешательство может повлиять на более широкий спектр животных в этом регионе. Вскоре медведица сориентировалась по запаху воды, и это стало для нее сигналом идти к реке. Она оставила детенышей под елкой и ушла рытье в поисках рыбы. Попоседа, ощутив запах падали, высунул нос из укрытия и дернул за нос. Он, вероятно, думал о приключении и о том, сколько еще скрывается в этом мире, но тут возникла опасность. Его любопытство могло привлечь внимание хищников. И старейшины леса лучше знают, как держаться подальше от ненадежной дороги. В этот момент Седой, старейшина волчьей стаи, и его соплеменники начали обход медвежонка, перерезая ему путь к отступлению. Их намерения были понятны, безысходность и голод заставляли их действовать решительно. Алена и Виктор смотрели на экран тепловизора, где ясно виднелись две линии. Одни – ход волков, другие – движение медвежонка, попытки найти выход. Но выход представлялся все более узким, путь к отступлению закрывали волки, а медвежонок стал заложником кольца. В этот момент судьба натолкнулась на вопрос, что будет дальше. Ветер приносил шум реки, и ее ровный гул давал сигнал. Здесь идет борьба за жизнь, и каждый звук – это карта событий. Медвежонок, отчаянно пытаясь крикнуть, издавал едва заметный звук. Его голос слился с шумом воды и журчанием льда, и никто не услышал его крика, кроме тех, кто действительно хотел понять его. Алена почувствовала, как внутри нее нарастает тревога. Она увидела, как один волк, седой и опытный, делает шаг вперед и останавливается по приказу вожака. Это была та же фигура, которая в предыдущие годы считалась непоколебимой. Седой командовал стадом, и его слова были законом для остальных. Но в этот момент произошла странная вещь. В лидера глаза, которые обычно подавляли страх и сомнения, просочилась неуверенность. Он сдерживал собственную агрессию, опираясь на долгий опыт, и вынужден был прислушаться к ветру, к запахам воды и коридорам, которые могли привести к выходу. В этот момент на видеокарте появился еще один слой реальности. Медвежонок не мог выбраться, и каждое движение волков приближало его к неизбежной судьбе. Ситуация накалялась. Седой и его стая медленно приближались к медвежонку на поляне. Глухо витал запах мокрого меха и земли. Но небо над ними было пустым, без солнца и без света, который мог бы помочь определить направление. В этот краткий миг Виктор принял испуганное решение – не вмешиваться. Его основной закон наблюдателя – не вмешиваться – казался непреложным. Он видел, как каждая ошибка может привести к большому злу, как сплетаются линии жизни, и страх победит разум. Его голос был спокоен, но холоден, словно край воды в полночь. Мы наблюдаем ради науки, ради будущих поколений и ради сохранения баланса природы. Вмешательство может изменить все. Но Алена не могла оставить медвежонка в беде. Ее сердце, прокаленное жалостью и ответственностью, не принимало простого отказа. Она подумала о том, что каждый момент реальности – это шанс на спасение. Она понимала, что вмешательство может усугубить ситуацию, но также знала, что без нее медвежонок наверняка погибнет. Ее идея заключалась в том, чтобы отвлечь волков и дать медвежонку шанс уйти.
Она вызвала дрон. Дрон, словно летающий глаз, появился над поляной и начал снижаться. Но Виктор, увидев это, решил действовать иначе. «Нет». Его голос прозвучал резко, как холодный удар. Но Алена была неумолима. Она активировала запуск устройства и попыталась направить его на стаю волков, чтобы отвлечь их внимание от медвежонка. Небольшие пружинные механизмы сработали, и дрон начал падать, создавая яркую вспышку, которая осветила поляну и пленила волков светом. В этот миг ситуация достигла критической точки. Медвежонок все еще был окружен, свет указывал направление, и волки, зависшие на мгновение, испытали шок. Издалека послышался гул ветра и журчание воды, и вдруг к полянке устремилась мать-медведица. Она знала, что ее детеныш в опасности, и ее инстинкты поднялись над всем, над правилами и страхами, над контрактами научной этики. Она вырвалась из ее укрытия и, словно буря, ринулась в бой. Ее стремительная атака была такова, что волки растерялись, отступили, и стая распалась. Но главное, медведица, вернувшаяся к своему детенышу, не позволила ему погибнуть. Сцена стала по-настоящему драматичной. Алена и Виктор, стоя на краю поляны, были свидетелями того, как мать-дикая энергия и человеческая настойчивость сталкиваются в момент истины. Дрон упал, сигнал исчез, и оба ученых остались без технических помощников. В этот момент медведица подняла своего детеныша и увела его в укрытие, где снег и земля стали надежной защитой. Волчья стая была совершенно дезориентирована. Они пытались вернуть контроль над ситуацией, однако их страх перед этой матерью и ее силой был сильнее их голода. После этого события Алена и Виктор оказались в шоковом состоянии. Они вернулись к бытовке, где Виктор осмотрел поврежденную ногу Алены, словно боясь, что ее поход к лесу может быть рискованным для жизни. Они вместе посмотрели записи на ноутбуке. Запись дрона, которая показала, как волками управляет Седой, как медведица направляет своих детенышей к убежищу. Это было доказательством того, что природа не хаос, а жестко устроенная система, в которой каждый элемент имеет свою роль и каждый звук несет смысл. Но история еще не завершилась. Медведица, чтобы обеспечить безопасность своих детенышей, привела их к заброшенной берлоге и запечатала вход снега и почвы, создавая надежную защиту. Это стало символом материнской силы и способности природы сохранять жизнь в самых суровых условиях. А в этот момент Виктор и Алена узнали, что их связь и работа – это не просто сухая наука. Они стали частью истории, которая учит нас тому, что границы между человеком и природой могут быть тонкими, но они существуют, и их нужно уважать. Поздно вечером вертолет опустился у лагеря, и Виктор предложил назвать статью о произошедшем «Урок ярости». Но Алена не была уверена в том, что этот эпизод следует запомнить так однозначно. Ей было ясно одно – она не забудет урок, который вынесла из этой ночи. Урок, в котором ярость природы и человеческая воля сталкиваются, создавая момент, в котором каждый выбирает свое место. В ее сознании смешались чувства: радость от спасения медвежонка, благодарность матери за защиту и тревога за то, что решения, принятые в пылу момента, могут иметь долгосрочные последствия для самой природы. В сумеречном лесу, отражаясь в каплях воды, будто в зеркале, отразилась история, требующая нового подхода в отношении к дикой природе. Эта ночь не просто добавила еще одну страницу в журналы наблюдений. Она поставила вопрос: может ли человек вмешаться в природную драму так, чтобы сохранить баланс и не нарушить его?
Ответ остается открытым, и каждый раз, когда мы смотрим на такие сцены, мы приближаемся к тому, чтобы найти ответ, без романтизации природы и без непродуманного бытового вмешательства. Так закончилась эта ночь. Но история только начиналась, ведь за каждым звуком ветра за лесной стеной прячутся новые вопросы, и в каждом шорохе шанс на понимание. А Попоседа, озорной и любопытный, еще учится жить в этом мире, рядом с волками, с медведями и с людьми, чьи решения могут изменить не только его путь, но и ход истории природы.